В этом видео мы едем из Химары во Влёру. Влёра встретила нас настоящим потопом. От машин волны. Куда-то все подевались. Но потом все было хорошо, и мы провели еще несколько дней на пляжах Влёры. Пол-литра вина 3 евро. Заехали куда? Отъехали от берега. Короче, дали нам раки попробовать. Так, ну что, вот наш последний день в Химаре. И шторм надвигается. Вот. Сейчас сядем в автобус и поедем во Влёру обратно. Очень нам здесь Химара понравилось. Такой прекрасный здесь пляж. Тепленько, красивенько. Городок вообще мизерный. 2 улицы. Деревня, короче. Ресторанчики. Вот. Ну а теперь мы двигаем обратно, начинаем двигаться обратно в нашу сторону домой. Опять переедем на автобусе во Влёру. Будем там пару дней. И, собственно, тогда уже полетим из Влёры в Таллин. Такая дорожка, ну совсем для чемодана не назначена. Каждый камешек разный, выпуклый. В общем, ехать нам 67 километров, но займет это где-то 2 часа. Едем на таком пошарпанном автобусе через горы. Дорога просто как бы петляет. Приезжаем в маленький городок Буно. Здесь такие узкие улицы, что не разъехаться машинам. Приходится ждать, пока встречки проедут, тогда ехать дальше. Здесь, кстати, они поставили светофор. Это чуть ли не один из единственных светофоров, что мы видели за 2 недели в Албании. Вот он здесь и стоит. Короче, наш помощник водителя выбежал, чтобы встречка проехала. Чем город Дерми, здесь тоже довольно узко. Едем медленно. В общем, дорога очень красивая. Здесь стоит проехать на машине, чтобы иметь возможность остановиться и полюбоваться всеми этими Нашему красотами. водителю приходится все время еще в окно что-то орать, чтобы встречки могли проехать, он нам там что-то говорит. Здесь, конечно, быть водителем автобуса довольно стрёмная работа. Просто улицы узкие, нужно проходить зигзаги. Встречка полная, короче, машин. Если там какая-то побольше машина, мы уже не можем проехать. Между прочим, попадаются знаки цепи на колесах. Зимой здесь нужны цепи, чтобы проехать. Ну вот мы уже почти приехали. Но чем ближе к Влёре, тем темнее становилось небо. Короче, мы спускаемся в тучу. Сейчас у нас тут пойдет дождь. А так мы ехали выше этого всего. Сейчас как бы час дня. Чичей, просто темно-темно. Просто реки. Реки, дождь. О, мы в Албании летом. Просто ливень, короче, мы положим, все ноги мокрые, все. Высадили нас где-то в городе. Вот наш автобус. In like 30 minutes till the rain like drops. Окей. Нас приютили, короче, лавка какая-то булочная, типа приютили нас
staying Погреться like надо. your home. Like this. Говорят, будьте как дома. В общем, такси не ездят, а водой закрыло дороги там на побережье, и им сюда вообще не доехать. Так что ждем, пока немножко дождь пройдет, вода немножко утечет, тогда таксист может нас забрать. В общем, полный апокалипсис. Дождь херачит как из ведра. Сюда, сюда, сюда. Короче, вот так вот все плывет. Машины не едут. Такси не смогло проехать вот по этой луже. Сказал, я туда не поеду. Блин, как-то надо вот туда, где чуваки стоят. Сюда. Таксист, кстати, взял половину денег, потому что не смог довести нас до места. Блять, просто море. Здесь нужно было, да, какой-то джип вызывать. А чувак приехал на гольфе, как бы он сказал, что пиздец. От машин волны. В общем, нам нужно немножко пройти, блин. Просто речка. Может, кто-то пойдет купаться? Я такого никогда еще не видел, что просто почти по колено воды переходишь дорогу. Я сейчас не смог заснять, как я шел, нес ребенка. Но вообще вот, машины едут, плывут. Некоторые машины не могут, они глохнут, стоят там уже. По воде плавают. Да так-то трафика, блин, навалом, а теперь еще и дождь. Вообще не проехать, не пройти. Сейчас будем переходить еще одну дорогу. Зато народу нету. Я вот здесь же по этой улице гулял. Здесь просто было плечо к плечу. Куда-то все подевались. Ну все, дождь вроде заканчивается. Сейчас опять начнется жара. Сейчас 2 часа дня. Сейчас никакой там не вечер. Я, короче, когда паковал свой чемодан сегодня, я сделал вот так вот. Смотрите внимательно. Оп. Завернул, короче, лаптоп в пакет. И вот пакет мокрый есть. Ну вот это от GoPro. Этот рюкзачок. Мокрый. Короче, я был прав. Нужно было паковаться. Ливень просто как из ведра. И нас же высадили просто как бы вот улица, выходите. Так, ну что, вот мы и в Авлёре в очередной раз. Взяли сейчас напоследок чуть-чуть такие попроще апартаменты. Там немножко такое потертая мебель и все. Но тоже на берегу, вот, пожалуйста. 50 евро ночь. Как бы, да. Здесь такой балкончик. Такие немного попроще апартаменты, но в принципе все, что нужно, есть. Кондиционер, телевизор, кухня, туалет, ванна, спальня, кровати. Ну, с погодой сегодня нам, конечно, повезло. Мы просто шли по улицам, это просто жесть. Там просто почти вот по столько, короче, точно воды было. Переходили пешеходные переходы, вот столько воды.
И вот мы добрались. Завтра, наверное, будет опять хорошая погода. Пойдем куда-нибудь перекусить, посмотрим, что тут. Ну, мы здесь, в принципе, жили в соседнем дворе, когда сюда приехали. Здесь даже ближе пляж. И подъездики открытые. Все, наверное, сегодня залило дождем. Вот и у нас такой же подъезд здесь. Оп. Лестница как балкон, да, Софа? Что-то он закрыт, по-моему. Мне так кажется. Давай посмотрим, что тут смотрим. Зашли в какую-то грильницу, там вот так вот уже на вертеле что-то жарится. Цены вроде адекватные. Короче, бокал вина 1,5 евро, пол-литра вина 300, литр 600. Салаты. Ну что тут взять? Например, салат Цезаря 5 евро. Ну, паста, понятно, 500, 800, 600. Рыбное меню 9, 10, 9. Цены вроде адекватные, что-нибудь выберем сейчас и перекусим. Короче, барбекю пиглет 500 граммов 8 евро. Что-то ну, даже не верится, что это такие цены, потому что в Химаре все было довольно-таки, ну, таких там цен точно не было. Будешь фиш-суп опять? Ты уже третий фиш-суп будешь пробовать? Да. Это твое любимое блюдо? Да. А остальные дети едят фри-картошку с кетчупом. Да. Ты не ешь фри-картошку с кетчупом? Бифстейк, так называемый. Это вот салат греческий. Греческого салата тут довольно много. Вот это вот 3 евро. И мой рыбный суп. Да, тоже за 3 евро. Бифстейк за 8. Вот, кстати, такое винишко было. Вот так вот было. Пол-литра вина, 3 евро. Майя Вень, короче. Соскучился по свинке? Может, я голодный? Это не свинка. Биф. Тут разве такие продаются? Берите курочку. Я так понимаю, это Это целиком почти курица. целая курица. Да, Да, это так, целиком. почти. Это 2 ножки, ляжка, ёшки. Короче, целая Можно с курица. собой? С собой давай. Это целая или половинка курицы? Целая. Так, да, 2 крыла, Понятно. 2 лапы. Короче, целая курица 6 евро. В общем, счет вышел 28 евро. И мы еще с собой взяли курицу, половину курицы, потому что не доели. И это было с пол-литра вина. Ну, конечно, это был не супер там какой-то ресторан. Просто такая, типа, грильница вот на набережной в Авлёре. В принципе, нормально. Если пойти в магазин, то там не сильно, на самом деле, дешевле будет, если вот это все купить. Потому что мы пробовали и в магазин ходить, и в ресторан ходить. Ну, в ресторан чуть-чуть дороже, но в магазине тоже не супер дешево, прям так скажем. Карусели не работают. Что-то там замкнуло. Вроде шли, работали, теперь не работают. Там люди сидят наверху.
Мы тоже хотели прокатиться, пока ждем. И мы так думаем, что куда-то вода попала. Да, наверное, был сильный же дождь сегодня. Они Да, вроде, очень сильный. они вроде их включили, они поработали у них сколько-то и теперь не работают. Ну да, вот такой ливень точно не будет работать. Ну что, тут все развивается. Вот мы сейчас стоим. Мы сейчас стоим где-то вот здесь. Это вот у нас уже построено. А вот этих домов еще нету. Вот там идет стройка. Кран стоит вот. Развивается. Вот будет такой райончик здесь. Можно купить апартаменты. На колесе, короче, застряли люди. Электричество пропало. Замкнуло там что-то или что. Вот сейчас они генератор подключили только к колесу. Наверное, снимут людей. На сегодня все с каруселями. Мы придем завтра. И я так думаю, что мне будет очень весело завтра. Да. Потому что время уже тоже поздно. Так и не дождались, пока заработают карусели. Что, вот и все. Заканчивается наш отпуск албанский. Завтра у нас самолет ночью. Завтра мы выселяемся из отеля, ну то есть из апартамента. Взяли трансфер на Get Transfer Spam, потому что наш трансферщик что-то плавит. Ну, это можно доехать. Ну, уж подумал, без геморроя, просто вышел с чемоданами и приехал в аэропорт. Сотку стоит. Ну и все, собственно. Албания нам, в принципе, понравилась. Ну, конечно, Влёра тут такое. Песочек, конечно, вот, пожалуйста. Но лучше ехать южнее, там, Дерми, Кимара, что там дальше? Саранда, Самиль, там лучше. Там вода чистенькая, прозрачненькая. Здесь что-то такое. А здесь зато прикольная движуха вечером. Рестиков просто миллион. Там ходишь, выбираешь. Цены дешевле, чем там на юге. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хоть они не продают здесь мороженое, но кукурузу продают. Кукуруза, в принципе, вкусная. На гриле. Барбершоп на колесах. Скажите что-нибудь. Я буду чикенай. Короче, вот такой нам гриль форчу принесли. 14, наверное, или сколько? 14 евро. Зато здесь, ну здесь так нам еда не то, что прям понравилась, но зато нам принесли попробовать раки. Вот такое. Как этот, как самогон немецкий. Короче, дали нам раки попробовать в гриле забегаловки. Такая нормальная, прям по шарам сразу бьет, особенно с пивом. На солнце. И Нам уже нашему уходить не папе хочется. это не Сейчас нравится. песни начнем петь. Все, ваше здоровье. Подписывайтесь на канал. Сегодня карусели работают. Вот колесо. Вот дракон и суперсвингер.
Нормально они пролетают над головой. Сейчас выписываемся из наших апартаментов в Авлера. Сейчас у нас 10 утра. В 7 вечера у нас трансфер в аэропорт Тираны напрямую. Вот. Очень нам тут в Албании понравилось. Я бы, конечно, хотел бы еще куда-нибудь. Мы провели, считай, 2 недели на пляжу. Пляжи, конечно, охренительные тут. Чем южнее, там, тем лучше. Вот. Я бы, конечно, хотел бы куда-нибудь еще в горы съездить. Или там в Бират выбраться. Может, получится. Может быть, еще раз приедем в Албанию, там, может, получится. Но для этого удобнее всего брать машину в аренду. А так как мы в этот раз решили, что мы просто отдыхаем на пляжу и загораем. Кстати, мы довольно неплохо загорели. То в следующий раз. В общем, идем по Влёре. Заехали куда, отъехали от берега. Так вот это выглядит. Здесь, конечно, все дешевле, чем на побережье. Сейчас зайдем куда-нибудь сесть по мороженому. 26 градусов в теньке. 1 сентября. Погода отличная. Зашли в какую-то кафешку мороженое перекусить. А я уже съела мороженое. Такой вот сэндвич взяли и кофеек. Сэндвич, кстати, вполне ничего. Такие вот у них деньги. О. Прозрачный пластик. Похоже на то. Цены обычные. 2 евро сэндвич. Кофе 1,5. Есть еще йогуртовое какое-то белое. Не очень, Ну, давай малиновое и клубничное, да? малиновое и клубничное. Едем на автобусе. Автобус стоит 40 центов. А на такси доехать 15-20 евро. Как бы не факт, что быстрее еще, кстати. Потому что такси будешь ждать, потом оно будет ехать здесь же в трафике в этом. Ну, короче, такси почему-то дороговато как-то. Если бы оно там стоило 5, скажем, там, не знаю, 7 евро, там, не знаю. А как-то 20-ку платить, когда можно за 80 центов доехать на всех. Не знаю, короче, на автобусе катаемся. Пришли на такой вот пляж. Мы были тут рядом, на другом, когда приезжали, когда ехали в ту сторону. Лежачки, на них написано Luxury Resort, но пока никто денег не просит. Водичка чистенькая. Оказалось, что здесь нельзя, даже заплатить нельзя, типа это от отеля лежаки, и придется нам двинуть дальше. Побыли тут часик, можно сказать, и пойдем дальше. Двигаемся дальше.
Здесь нас, не знаю, не пустили. Но здесь вот ступень бесплатная. Здесь прям сразу внизу рыба плавает. Оказывается, здесь еще бассейн есть. Там вот туннель, и после него тоже хорошие пляжи начинаются. Мы туда не попали. Туда нужно ехать на такси. Пешком с ребенком довольно тяжело туда дойти. Такие тут ресортики в этом районе, в Лёра. Дальше от центра. Тогда вот сейчас видел чехи тут, даже швейцарцы, много итальянцев, немцев и французов. Всякий там персонал, он говорит. Вот, кстати, украинцы на Тесле приехали. Персонал часто говорит на французском, а на английском не говорит. Вот у нас тут сейчас чувак, который лежаки продавал, он, например, только на французском говорю. Ну, кстати, еще чехи, да? Может быть, нам сюда зайти стоит? Пицца 5,50, 7,89, паста 9,87, сифуд 10, 13, 15,
Алкоголь 5. Пиво 2,50. 3, 3,50, 4,50. В принципе, нормальные цены. Много тут таких летчиков летает. Там с горы, видать, они откуда-то стартуют. И здесь над городом летают. Очень красиво здесь, конечно, полететь, я не спорю. И на дроне я бы хотел бы тут полетать, но вот из-за них, наверное, из-за них нельзя, зона нелетная. Я уж стараюсь придерживаться правил, мне в Финляндии уже дали штраф. Где-то тут должен быть магазин. Хотел взять пару пивасов просто с магазина. Очень часто заходишь в какую-нибудь лавку, и там просто цен нету. Ну, то есть я как-то не очень люблю такие лавки. Я как бы иду там, где есть цены, потому что не хочется как бы прийти на кассу и удивиться. Здесь есть цены. Пиво 200. Эльбар 120. Что, возьмем эльбарчика? 120 это евро 20. Наш последний день здесь. Развлекаемся как можем. Даже страшно подумать, завтра мы будем в Эстонии опять и смотреть на серое небо. А сегодня мы лежим здесь под пальмами и загораем. Даже есть душик. Холодненькая, блин. Это что-то. В море вообще теплынная вода, в этом, блин, вообще ледяная. Дублера. Мы в пиццерии Анкор, якорь. Здесь везде висят якорь. У меня курочка, у меня курочка, у меня курочка. Вкусно. Взяли пиццу с тунцом и еще с чем-то. Так, у меня пицца с тунцом, как обычно. А это пицца с солями и с прошутто. Все, вот мы в аэропорту добрались с нашим албанским водителем благополучно. Домчал он на своем форде, нас как пуля мчались. Теперь нам надо подождать пару часов в аэропорту. Вот. Так что, наверное, на этом все. До новых встреч.